Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас вновь на своем канале. Вот и прошел наш кулинарный фестиваль. И наконец-то я добрался до съемок. Кто не смог побывать на фестивале или не видел его, я оставлю ссылки в описании, чтобы вы могли посмотреть, что за праздник мы организовали с друзьями-блогерами для наших подписчиков. Всем приятно получать подарки, в том числе и мне. Друзья мне на 100 тысяч подписчиков подарили новую шайтан-машину для готовки. Называется гриль-очаг Крона. И я хочу ее немного обкатать, понять, что за аппарат, как на нем готовить и с чем его едят. Вот. Ну и вам показать, что это за такая шайтан-машина. Сегодня буду готовить на ней. Так что посмотрим, что у нас получится. Друзья, поверхность у гриля, вот эта вот вся плита, она сделана из чугуна, и то есть ее нужно заранее подготовить. Чтобы не отнимать ваше время, я ее несколько дней назад прокалил, обработал маслом, как любую чугунную посуду, с казана или сковороду. Вот. А сегодня я буду просто на ней готовить. Сама подготовка занимает немало времени, это нужно прогреть всю поверхность плиты, чтобы она равномерно вся прогрелась, и потом обработать ее обычным растительным маслом. Ну все, гриль пусть у нас разогревается, а мы пока подготовим какие-нибудь продукты, все, что имеется у меня там в холодильнике на кухне. Мне сегодня я буду готовить как бы не какие-то специализированные рецепты, а просто из того, что есть под рукой. Просто будем испытывать этот гриль, что он из себя представляет и с чем его едят. Все те рецепты, которые я буду готовить, их можно приготовить на обычной сковороде или на обычной гриль-сковороде. То есть, как бы, вы мне иногда пишите такие комментарии: вот у меня нет такой посуды, как у вас. Все это готовится на обычных, тех же самых сковородках, в духовках. Здесь мы просто повторим те рецепты на большую компанию, потому что друзья знают, что я люблю собирать друзей, готовить, угощать их. И вот этот гриль как раз мне и подарили с мыслью о том, чтобы я их пригласил, собрал всех вокруг этого очага, и мы там, кому что нравится, могли готовить вокруг него. Все, друзья, ждем, когда разогреется гриль. По первому обжигу я уже понял, что дрова — это хорошо, экзотика, и так красиво смотреть, особенно в вечернее время это красиво смотрится, там живой огонь, живой костер. Но чтобы жар распределялся равномерно по очагу и прогревал чугунную плиту, все-таки требуется уголь. Он более как бы равномерно будет отдавать жар. Я добавлю угля, чтобы он у меня прокалился. Тем самым можно было поддерживать в тонусе наш очаг, и во время того момента, когда горят дрова, все-таки летит пепел, он попадает на поверхность, а когда уголь,
Он просто дает жар, и равномерно поверхность всегда как бы накалена. Друзья, гриль-очаг прогрелся. Первое испытание предоставим яичнице. Сделаем, так сказать, завтрак с сосисочками. Возьмем несколько сосисочек. Нальем маслица. Ставим сосисоны. Лучок. Аромат, скажу я вам. Он ближе к краю греется сильнее. Чуть дальше от края чуть послабже. Все, что огарки, можно прямо в уголь отправлять. Возьмем перчик. Красотули. Посолим. Поперчим. Лучок тоже присолим. Ну все, сосисочки у нас готовы. Перчики тоже. Помидорки режем хаотично, без разницы как, кружочками, дольками. Сосисочки с лучком у нас готовы. Помидорки присолим. Яичнику подвинем поближе к жару. Удобно. Лишний раз. И все, отправили. Чуть-чуть еще маслица подольем. Помидорки. Чтобы быстрее верхняя часть яичек свернулась, накрываем и а-ля оп. Жарим уже как вам нравится. Я люблю, чтобы она такая была жиденькая. Кто-то любит по суше, тогда накрывайте сразу, чтобы у вас белок свернулся с желтком. Все, завтрак испытали. Температура нормальная. Сейчас чистим и будем продолжать. Ну что, друзья, каких-то 5-7 минут и простейший завтрак, в то же время
даже такой очень красивый получился. Попробуем. Помидорки свои, с дачи. Вообще засада. Сосисочка. Вишенка. Еще такая с перчиком. Вот так можно собрать друзей и накормить их завтраком. Завтрак завтраком. А мы будем переходить к серьезным рецептам. Каким? Сейчас скоро увидите. Друзья, всем, кто завтракает, приятного аппетита. На этой вкусной ноте я с вами прощаюсь. До скорых встреч, до новых рецептов.